Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что сегодня грядет и какие движения ожидаются от ключевых активов доллара, нефти, золота, рубля и так далее. Давайте начнем с календарика. Календарик сегодня очень простой. Заключается он в том, что сегодня день труда в США и Канаде, соответственно, все будет проходить на пониженных оборотах. Тем не менее, с утра сейчас выйдут данные объем промзаказов в Германии и индекс деловой активности в секторе строительства. Но то, что Соединенные Штаты отдыхают, это, конечно, определенный отпечаток накладывает, и сегодня все будет несколько веловато. Обращаю внимание, что в такие дни проскальзывания по нефти с высокой степенью вероятности могут происходить. Так, вот в Соединенных Штатах, в общем-то, есть определенная проблема, связанная с работой, которая заключается в том, что из-за того, что такое восстановление, которое обозначается, происходит, людей отключают от социальных выплат. Мало того, если они обращаются в случае потери работы, это, по мнению американских чиновников, происходит слишком часто или там как-то подозрительно, их социальные записи помечают как мошеннические, и они, соответственно, теряют возможность получения всевозможных социальных выплат, компенсаций и так далее. Сейчас на текущий момент сложилась парадоксальная ситуация, когда на самом деле в достаточном объеме рабочие места не восстановились, а с другой стороны людям режут выплаты, и уже накопился достаточно большой процент людей, кого подозревают там в различных схемах, что они там специально получают социальные выплаты и так далее, их записи помечают, и им не выплачивают компенсации, при этом они либо потеряли работу, либо на неполной занятости находятся. Соответственно, все это создает определенную такую ловушку, которая этой осенью может вполне реализоваться, и будет она заключаться в том, что произойдет ощутимое падение покупательского спроса у американцев. Ну и второй момент, такая ситуация, она может вылиться в социальное недовольство, в какие-то процессы или какие-то лив-мэттеры. Так, вот еще такой момент достаточно интересный. В Гвинее свергли тирана, и из-за этого произошел прыжок цен на алюминий. Но ситуация достаточно странная. Дело в том, что, с одной стороны, Гвинея, она является ключевым поставщиком сырья, бокситов для Китая, но это с одной стороны. С другой стороны, вот для меня, например, загадка, почему есть вообще какая-то зацикленность на поставщиках бокситов. Алюминий производится из глины, глинозем, он же бокситы. Соответственно, достаточно много в мире месторождений глины, бокситов и так далее в том же Китае. И для меня лично загадка, зачем ее возить из Гвинеи, когда она есть практически повсюду. Если речь идет о вторичном соединении, криолите, который необходим для электролитического получения алюминия, то это другой разговор. Действительно, месторождение этого минерала, который в определенном объеме необходим для производства алюминия, оно достаточно редкое. Но если речь идет именно о боксите, то есть о глиноземе, о глине, то, соответственно, не совсем понятно, почему Китай зациклен на поставках бокситов из Гвинеи и вообще зачем их откуда-то поставлять. По сути, они практически, глина есть везде, и ее везде можно добывать и использовать для получения алюминия. Производство алюминия, оно на текущий момент привязано к двум ключевым моментам. Первое – это наличие дешевой электроэнергии, и второе – это связано с экологией, потому что там, где производят алюминий и отсутствует надлежащий контроль за соответствующими заводами, то там, в общем-то, бывают достаточно серьезные экологические проблемы, связанные с выделением фтора и фтористых соединений. Я думаю, эта все-таки ситуация, она в большем объеме связана с тем, что идут сбои логистических цепочек поставок. И здесь просто дополнительный фактор, какое-то временное перекрытие поставок алюминия или даже допущение того, что будут сбои с поставками,
боксита, алюминиевого сырья, соответственно, вызывает такую очень энергичную реакцию. Так, ну и тем временем саудиты начинают игру в снижении нефтяных цен. Ну, понятное дело, наблюдается определенное снижение спроса. Это вполне коррелирует с официальными прогнозами американских соответствующих ведомств. Вот. Ну и здесь саудиты снижают цены покупателям в Азии. Они хотят рынок удержать, даже с учетом того, что предполагается будет некоторая просадка спроса из-за дельта варианта коронавируса. Но здесь еще другой момент. Дело в том, что предыдущий опыт показал, что, как правило, саудиты начинают активно снижать цены, когда они чувствуют, что что-то пошло не так. Еще один важный момент выходит на арену, это то, что экономика Китая, как ни крути, она остывает. Соответственно, в совокупности с негативной ситуацией на рынке труда США, с разочаровавшей статистикой, которая вышла на прошлой неделе, вот эти два фактора, они могут зайти в резонанс в ближайшее время. То есть, с одной стороны, в Соединенных Штатах рынок труда не восстанавливается, там какие-то непонятные вещи с выплатами пособий начинают происходить. Вот, но там ряд факторов в совокупности в одну точку сошлось, что накопилось и много людей, которых подозревают там, в мошенничестве, каких-то неправильных действиях, им не платят пособия. С другой стороны, буксует восстановление экономики, создание рабочих мест. Еще со следующей стороны растет инфляция издержек. И на фоне этого, как мы видим, в Китае там достаточно активные действия китайское правительство предпринимает, и резервы пытается снижать у банков, и всевозможные стимулирующие меры поддержки для малого и среднего бизнеса выделять, и кредитные программы и так далее. И все равно все это в целом оно не приводит к тому, что экономика Китая, экономика Соединенных Штатов выходит на ту прямую, которая бы указывала на то, что кризис прошел и все хорошо. При этом накопилось много созданных денег, и при этом значительно выросла инфляция издержек. Вот куда это в ближайшее время приведет, очень хороший вопрос. Ну и мы выходим на финишную прямую, конец сентября, когда вот эти все факторы, которые накопились, они могут реализоваться в раскрытии рисков. Ну, я не говорю, что там все там 20 сентября придет или там 18 и все обвалится. Нет. Вполне мы можем спокойно эту точку пройти, и все будет хорошо. Но определенное стечение обстоятельств может привести к тому, что опыт Lehman Brothers, он может повториться. Так, ну и вот, в общем-то, падение автомобилей из-за того, что нехватка чипов в Соединенных Штатах. На самом деле вот эта тенденция, она очень и очень такая тревожная, потому что значительная часть американского сектора предоставления услуг, она связана с автомобилями. Соответственно, если нет притока новой крови, новых автомобилей, то здесь возникает отложенное напряжение, которое опять же будет давить на рынок труда Соединенных Штатов. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. S&P 500 это SFD на фьючерс, он сегодня торгуется. Но сегодня, надо полагать, будет достаточно вялое движение, потому что праздник труда, от этого никуда не деться. Соответственно, скорее всего, сегодня он не будет выступать в качестве какого-то значимого индикатора. Так, вот Китай сегодня положительно открывается. Но здесь рост весьма приличный, 2%. Глобально это ни на что не влияет, потому что это все в пределах, в рамках вот этой консолидации. Но то, что Китай так скаканул прямо с утра, для российского рынка это будет, возможно, определенным подспорьем. Единственное, нефть нас подводит, потому что из-за опасений, из-за снижения спроса саудиты начинают резать цену, и, соответственно, это все негативно на нефть влияет. Но, скорее всего, для российского рынка сегодняшний день это будет день боковика. Так, друзья, далее нефть Brent. Здесь у нас, судя по всему, в предстоящей неделе будет либо боковик, либо какое-то небольшое снижение в районе $70 за баррель по нефти Brent.
В рамках дневного таймфрейма идет цикл снижения, у которого ближайшая цель, ну где может произойти остановка и отскок, это 70,5. Соответственно, критичное значение 70,15. Если оно пробивается, то здесь идет импульс движения, который ведет, ну, для начала в районе 68,5-68,7. Так, друзья, далее часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь ситуация на часовом таймфрейме интересная. Интересность этой ситуации заключается в том, что с одной стороны были попытки разворота неоднократные, но эти попытки разворота, они пока ни к чему успешному не приводили. Соответственно, сейчас вот мы подошли к сильному уровню 71,5, 71,45. Если пробоя этого уровня в ближайшие часы не произойдет, то у нас все это превратится либо в консолидацию в районе 71,5, или же по-хорошему отсюда будет коррекционный отскок, у которого цель движения будет 72,85. Вот сюда к этому значению. Если здесь все-таки возникает пробой, то у нас по нефти цель движения будет находиться в районе 70,3. Вот. Ну и критичный уровень 70,15. Если он пробивается, то развивается импульс движения на 68,7. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь вот у нас сейчас достаточно важный момент происходит. Он заключается в том, что должно быть закрепление выше уровня 72,8. Если в первой половине дня у нас такое закрепление происходит, то у нас на сегодня будет план движения в паре рубль-доллар, USD Tomorrow на 73,25. Вот сюда, к этому значению. Если мы здесь не удерживаемся, у нас идет откат вниз с пробоем 72,75, то, соответственно, сначала будет тестирование 72,71 и потом проторговочка в районе значения 72,75, 72,8. Больше факторов свидетельствует о том, что мы сейчас здесь удержимся, и отсюда пойдет движение, у которого первая цель будет находиться в районе 73,25. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь ситуация, она схожа с долларом, тоже такая вот разворотная формация, часовой таймфрейм. Ну, здесь у нас есть уровень, который 86,4, 86,3, 86,4. Соответственно, вот этот диапазон, если он сейчас до обеда сегодня не пробивается, то у нас вот эти все консолидационные движения в районе значения 86,6, они приведут к тому, что у нас разовьется рост евро к рублю, и цель движения будет вот здесь находиться 87,05. Ну и если не удерживаем 86,3, то у нас цель движения будет тестирование 86, значение 86, 85, 95. Вот там, если все-таки пробой будет, то можем получить следующий цикл укрепления рубля к евро, у которого цель движения будет 85,5, 85,4. Я думаю, пока такой сценарий маловероятно. Здесь либо консолидационное движение, либо продолжение попытки отскока. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, Рио. Смотрите, здесь у нас достигнуто было локальное максимальное значение. Все отлично, все прекрасно. Сегодня есть определенный уровень 171 850. Вот если мы сейчас в результате коррекционного отката его пробиваем, то здесь по-хорошему сначала сходить на 171, ну совсем чуть-чуть. Но вообще здесь напрашивается более существенный коррекционный откат, у которого цель движения на 167, 167 500, 167 850, вот сюда, в этот диапазон. Вот, поэтому посмотрим, будет, не будет пробития. Если пробитие будет вот здесь, вот, то вот этот уровень, я думаю, будет очень быстро взят. И, соответственно, пойдет отработка вот этого значения, вот этого уровня. Если все-таки такого не происходит, то мы здесь консолидируемся и продолжаем новую фазу роста.
Но я не знаю, мне кажется, вероятность такого события на сегодня, сейчас, она невелика, потому что Соединенные Штаты отдыхают, Китай показал значительную позитивную динамику, но с нефтью пока происходит что-то не то. Поэтому здесь драйверов, движущих сил на продолжение роста я не наблюдаю. Но все-таки, если будет задерг наверх и пробой 173 500, то это вполне может вызвать рост на 175. Но здесь причиной этого роста будет срывание стопов. Вот. Я пока на это ставку не делаю. Вероятность такого процесса есть, но мне кажется, больше вероятность движения вот в этом боковике и, возможно, даже уход чуточку пониже. Так, друзья, далее золото. Давайте рассмотрим российский фьючерс. Часовой таймфрейм. Ну, смотрите, вот сейчас здесь было уже тестирование 1800, ну там на самом деле 1822, ну диапазон 1822-1824. Соответственно, вот этот диапазон пока не пробит. Если он и дальше не пробивается, нас по золоту будет ждать отскок, у которого цель тестирования вот этого локального максимума, который был в пятницу, 1834. И в случае его пробоя отсюда нас ждет движение, у которого цель будет находиться в районе для начала 1845. Сегодня по золоту очень интересная ситуация. С одной стороны, соты показывают рост спроса, рост ставок на золото. С другой стороны, соответственно, то, что Америка закрыта, здесь получается эффект тонкого льда. Ну, конечно, там какие-то инструменты торгуются и на виде SFD контрактов, и там на других площадках, но обороты, они все равно снижены. Обороты снижены, ликвидности меньше, соответственно, могут выдергивать в разные стороны. На текущий момент все-таки оснований для того, чтобы выдергивание вверх пошло, их не наблюдается. Соответственно, здесь в большей степени боковик вот в этом диапазоне. Соответственно, пробой уровня 1822 золото ведет вот сюда, к этому значению, в район 1812-1811. Я думаю, все-таки в большей степени вероятен сегодня боковик, диапазон 1824-1829. Соответственно, если поднимаемся и пробой 1829-1830, то могут золото вытащить на 1844. Такое краткосрочное движение, оно вполне может произойти. Вот, но я бы на текущий момент по золоту и по большинству инструментов ориентировался бы на диапазон, потому что когда Америка отдыхает, то все несколько замирает, и только нефть рисует шпильки. Друзья, в общем-то, все основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.